Сульфацил натрия – противомикробное бактериостатическое средство. Сульфаниламид. Показания. Препарат применяется в составе комплексной терапии. Конъюнктивит и блефорит у детей и взрослых. Гнойная язва роговицы. Профилактика и лечение блинарии у новорожденных. Гонорейные и хламидийные заболевания глаз у взрослых. Способ применения и дозы. Применяется местно. Для лечения конъюнктивита у детей и взрослых закапывают в конъюнктивальный мешок через каждый час по 1-2 капли, последующие 3-4 дня, 5-6 раз в день. Для лечения блефорита у детей и взрослых частота инстилляций в первые дни составляет до 6-8 раз и уменьшается до 3-4 раз в день по мере улучшения состояния. Длительность лечения 3-5 дней. Для лечения гнойной язвы роговицы в составе комплексной терапии в виде инстилляций 5-6 раз в день в течение 5-7 дней. С целью профилактики блинарии у новорожденных по 2 капли в каждый конъюнктивальный мешок непосредственно после рождения и по 2 капли через 2 часа в течение суток. Для лечения блинарии в каждый конъюнктивальный мешок по 2 капли каждые 1-2 часа в первые сутки, затем каждые 3 часа. Продолжительность лечения 2 недели. При лечении гонорейных и хламидийных заболеваний глаз у взрослых в составе комплексной терапии по 1-2 капли 5-6 раз в день в течение 4-6 недель. При положительной динамике на фоне проводимого лечения число инстилляций капель уменьшают в каждую последующую неделю. Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Применение при беременности и кормлении грудью. Достаточного опыта по применению препарата во время беременности, кормления грудью нет. Возможно применение сульфацетамида для лечения беременных и кормящих матерей по назначению лечащего врача, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов. Дополнительные указания. Если у пациента после применения препарата временно снижается четкость зрительного восприятия, до ее восстановления не рекомендуется управлять автомобилем и заниматься видами деятельности, требующими повышенного внимания и реакции. Побочные действия. Возможно жжение, слезотечение, резь, зуд в глазах, переходящее затуманивание зрения после закапывания, аллергические реакции. Применение с другими лекарственными средствами. Совместное применение с прокаином и тетракаином снижает бактериостатический эффект, несовместим с солями серебра. Условия хранения и срок годности. Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 до 15 градусов. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 2 года.